Пьяная приходила, вечно нас била. Ремнем, веником. Ребенок отказывается от меня, от собственной матери. Как дети оказались в приемной семье? Я попала в места лишения свободы. Умудрились еще одним забеременеть и опять сесть. Только пьянка была или... Наркотик. Нет, давно уже не употребляю. Зачем тебе нужны эти дети? Зачем? Так а вам они зачем? Ты только 2 раза голову разбивала сожителю своему. При них все это. Как она вены себе вскрывала. Вы знаете, вот... С вероятностью 90 и больше процентов повторят ее судьбу. Она хочет исправить все вот это вот. Она алкашка, наркоманка. При 6 детях. Ну давайте еще раз дадим ей шанс. Илья почему убежал от вас? Руки вы прикладываете. Они издеваются там над детьми. Кто? Муж Гульнара Хатуновна. Можешь рассказать? Добрый день! Репутация нашей программы опережает даже съемки уже. Не успели мы программу-то записать, а уже такой переполох поднялся. С одной стороны, приятно, а с другой стороны, снижает эффективность записи. Сегодня в нашей студии Мария Ерощенко. Она хочет забрать свою дочь Эвелину из приемной семьи. Здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Ситуация настолько серьезная, что ребенок отказывается от меня, от собственной матери. Ну, может быть, у нее есть на это основание? Там идет такой настрой просто. Там это оказывается, в приемной семье у Мухамадеевой. Там просто на ребенка оказывают психологическое давление до такой степени, что она звонит в органы опеки и сама говорит: я не пойду к маме. Как дети оказались в приемной семье? Вот на этот вопрос ответьте сначала. Я попала в места лишения свободы. Я выпивала Да, и связалась с дурной компанией. понятно. Вы первый раз попали в места? Второй. 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 А То есть вы детей знали, сколько у что вас? в места... 6. 6 детей? 6. И тем не менее вы себе позволили связаться с плохой компанией, да еще настолько плохой, что оказались за решеткой. Да. В этом и заключается моя вина. А первый раз, когда вас посадили, сколько было детей? 5 было. В 2019 году меня посадили. Последнему сыну было 1,5 месяца. Сколько вы отсидели? 1 год и 10 месяцев. Так, вышли. Год пробыла на свободе. Стали проживать дальше с сожителем. Стали, он выпивать начал, и я. И ситуация дошла до такого, что вот попала я туда снова. Я была беременная, когда меня посадили. Ну, смотрите, за то, что вы просто пили, вас бы точно не посадили. Что вы сделали-то? Кража произошла. Мы выпивали в квартире. У нас была компания. Компания не очень хорошая. Но я вот вижу все основания вести себя так, как ведет ваш ребенок. Вы 1 раз отсидели, получается, бросили своих детей. Ну, как бы решили, что вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Ну, сяду в тюрьму, дети где-то поживут. Вышли и тут же загремели опять. Год всего лишь пробыли на свободе, умудрились еще одним забеременеть и опять сесть. Вас, в принципе, наличие детей не останавливает от вот этого образа жизни, который вы ведете. Дайте мне, пожалуйста, шанс. Я исправлюсь. Это мои дети, я люблю их. А вашим детям кто шанс даст на нормальную жизнь? Я хочу дать им шанс. Они мне, а я им. Мы семья. Мы должны быть вместе. У нас все Мария, наладится. скажите мне, пожалуйста, а там нехорошей компании только пьянка была или что-нибудь посерьезней? Наркотики. Нет, давно уже не употребляю. А раньше Раньше употребляли? употребляла, да. А как давно вы употребляли? Уже несколько лет. Не употребляете? 4 года, да. Да к вашим детям 14 и дальше по убывающим. То есть вас не остановили дети ни от наркотиков, ни от пьянки, ни от тюрьмы. О каких шансах вообще сейчас может идти речь? Вы меня, конечно, очень извините. Вам что, нравится в тюрьме, что ли? Нет. А мне кажется, что нравится, тем более, что нашим редакторам до программы вы говорили, тюремную романтику несли, что блатную, что тюрьма – это моя жизнь. У вас все тело в наколках, вы их с удовольствием показываете. Вы сейчас сидите в этом шарфике, потому что у вас здесь Да, непристойная конечно. наколка, да. Да. Да?
Где гарантия, что сейчас, через полгода, вы опять в эту плохую компанию, как вы ее называете, не попадете? Так я хочу по-другому жить начать. Я люблю своих детей. Это мои дети. То, что вы стали мамой, вы поняли не до конца. Мама – это не только «я люблю своих детей». А можно Мама вопрос? – это еще «я отвечаю за своих детей». Можно вопрос? А на что вы своих детей кормите? На что вы их обучаете? На что вы их развлекаете? На какие деньги? На детские пособия, но На я еще детские и работала. Когда вы работали и кем? Я работала 5 лет в Каштовке у нас на пищекомбинате. Так, Это когда пекарня. эти 5 лет закончились? Я ушла в декрет вот с 4 годика сыну. То есть мы их кормим, а не вы. Верно? Да, А вы их любите? конечно. Мы их кормим, а вы их любите. Скажите, пожалуйста, а после того, как мы стали собирать эту программу, я так понимаю, что там очень сильно органы опеки возбудились, да? Да. Стали звонить и настаивать. На чем? Забирай детей, забирай. И? И ничего не поменялось. А где То вам есть двое сыновей вернулись, но без документов, без всего вообще. Откуда они вернулись? Из приемной семьи. То есть двое старших живут с Да, вами? двое старших сыновей живут со мной. Так, еще кто живет с вами? Все маленькие, все тоже живут со мной. Кроме одной Да, дочки? 5 детей живут со мной, все, кроме Эвелины. Скажите, пожалуйста, какие претензии у вас к приемной семье? Как маму приемную зовут? Гульнура Ахматулловна. Так, какие у вас конкретно претензии к ней? Это они настроили, они очень сильно повлияли психологически на детей. Потому что в течение А этих... сколько ваших детей Трое было были, изначально трое. у Гульнур? Кто? Старший сын Кирилл, средний Матвей и Эвелина. Кирилл и Матвей вернулись самостоятельно? Да. Изначально вернулся один Матвей, потому что они не смогли его ни подговорить, ни настроить. 2 месяца он проживал там. Когда я приезжала, чтобы с ними поговорить, пообщаться, она не выпускала их на улицу. А что вам старший Кирилл рассказал про то, как ему жилось в приемной семье? Плохо рассказал, живет. И жили они. На него подняли руку. А муж Мухаммадеевой. А Матвей жаловался? Матвей особо не жаловался, но были такие ситуации. Он стал утром вставать в 7 утра. Я говорю, зачем ты так рано просыпаешься? До школы еще 2 часа. Он говорит, мам, да по привычке, управляться же надо. Коров, да все прочее. Я говорю, вы прям перед школой ходили сначала по сарайкам, а потом вот такие вонючие, извиняюсь за выражение, шли в школу? Он говорит, да. Я говорю, как вам там попадало? Ну, наказывали, да, мам. Вы вот что скажите. У вас, как говорят, у вас 2 ходки, верно ведь? Да. А статей сколько всего было инкриминировано вам за вашу жизнь? 14. 14. Да. Но там вы не сели. С 15 лет. Там вы не сели. Да. Почему? Жалели вы меня? Жалели, а нужно было сразу. Дожились. Может быть, и дальше ничего не пошло бы этого. А Сразу вот надо вы было нашему наказать. редактору до программы сказали буквально следующее. Была бы моя воля, я бы жить осталась в тюрьме. И детей бы с собой забрала лет на 10. Там так хорошо и спокойно. По сравнению с нашей Каштовкой, где мы живем и что там происходит, вот там действительно спокойней. Там люди. Так вот я еще раз То говорю. есть в тюрьме люди сидят? Там люди, да. Ага. А где гарантия, что вы, соскучившись по этим людям, 15-ю статью себе не обретете? Ну там же хорошо. Зачем вам дети-то? По отношению к детям я ничего плохого никогда не сделала. Они всегда были сытые, чистые, одетые и обутые. Но вы нам показали, как вы живете с детьми, с теми, которые сейчас у вас. Давайте посмотрим. Моя кухня, на которой, в принципе, у нас все есть. Кухонный гарнитур тут, как бы, все это, продукты питания. Такая у нас печка обычная. С дровами она у меня отапливается. Комнат в этом доме у нас 3. Вот это вот комната. Дочери, она девочка, все мальчики, она жила отдельно. И фотографии, да, везде. Вот она, доченька моя, Эвелина.
Вот это вот комната Кирилла и Матвея, старшего сына и среднего. Здесь у нас вещи все, ну, ребятишек и больших, и маленьких. А это зал, вот это, где мы все время все вместе с детьми кучей живем. Они только спят там по спальням. Роман Романович Шмаков. Это предпоследний, нам 3. Вот это вот Богдан Романович, ему 4. Вот это Матвей, мой второй сын, который вообще, несмотря ни на что, сразу вернулся ко мне, к маме. А вот это вот самый младший мой. Это Роберт Анатольевич. Ему 3 месяца. Самый младший, да. Улыбчивый. Старший, вот он мой сидит парень. Кирилл Александрович. Целая футбольная команда, 5 парней. Маленько подразбавили компанию девочкой. Я за своих детей в огонь и в воду. А вы с Гульнур, с мамой ваших детей, часто вообще общались? Я приезжала много раз. Ее либо нет дома, она не брала телефонные трубки. Несколько раз всего лишь нам удалось с ней поговорить спокойно. Один раз у нее дома я приехала, ну, к ребятишек навестить. Она вышла, мы поговорили возле дома, постояли. 2 раза в органах опеки. Но, видимо, сейчас будет еще один раз, потому что она приехала к нам в студию. Давайте ее позовем. Гульнур, идите к нам. Такая красивая, пушистая. Да. И чего сидишь, врешь все? Я Зачем вру. тебе нужны эти дети? Зачем? Так а вам они зачем? Ты только 2 раза была Вам у меня. деньги Ты нужны, с летом а не пошла, выписала дети. свидетельство. Ты была 20-го? Одного ребенка 21-го. выкинули, как собаку, Молчи, ты все сказала маленького уже. на автобус. Ты уже все сказала. Езжай Ты на уже все все 4 сказала, помолчи. стороны. Помолчи, Избиваете я их сказала. там. Надо было раньше говорить, Да понятно? что вы говорите? Да. Ты 22-го выписала Второго свидетельство о ребенка рождении, чуть не пошла угробили оформлять мне. свидетельство, эти документы все. Конечно, Да, а как конечно. мне Какая быть? ты мама? Я ты даже обратилась здрасте не говоришь. Мы сидели у по-хорошему. психолога, ты зашла, поздоровалась с детьми. Я-то Ты поздоровалась, в том-то и да дело. нет, ты не поздоровалась, ты даже здрасте не сказала. Да что всем вы говорите? вообще. И сидишь ты так красивая, Да, пушистая. я красивая. Ну, Вам-то они нужны. Конечно, нужны. Денежки, конечно, Ну. такие деньги потерять. Гульнур, мы хотим вас выслушать. Как дети у вас оказались? Скажите, пожалуйста. когда Машу посадили, взяли под стражу, дети были в реабилитационном центре. Органы опеки мне предложили А троих. у вас, простите, профессиональная приемная семья? Да, я приемный родитель с 2007 года. Я выпустила уже... То есть органы опеки вас знали? Да. И поэтому, а вы сказали, что у вас дети выпустились и есть возможность, и вам предложили вот этих детей. Да. Троих. Старших. Кирилла, Матвея и Эвелину. И Эвелину, да. Мы съездили в реабилитационный центр, где мы с ними встретились и пообщались. Дети все сразу согласились к нам. Вот в каком состоянии были дети? Вот они были развиты по годам. Кирилл, Матвей, Эвелина. Это же сразу понятно. Ну, как они в школе учились? Как раз-таки это же учебный год еще продолжался. Кирилл остался на 2-й год. Так. Матвей, он как-то более-менее учился у меня, кончил, значит, первую четверть мы продержались как бы ни туда, ни сюда, 4 троечки у него было. 2-ю, 3-ю четверть мы закончили без троек. И сейчас он как ушел потом, вот после 3-й четверти, как ушел к Маше, он опять съехал. Я хочу про Эвелину у вас спросить. Она утверждает, что вы Эвелину настраиваете против мамы. Как ее можно настроить? Я же не фокусник и не шокир, чтобы ей в голову вбить какие-то мысли, не знавшие, что и как. Ну Во-первых, вот почему Эвелина не хочет она жить к панически маме? боится ее. Почему? Ну, потому что она избивала их. Она говорит, я села кушать, говорит. Я там что-то отрезала, колбаску или еще что-нибудь. Она сказала мне, чтоб ты подавилась. Вы что несете? Вообще слышите, что вы говорите? Как она голову папе разбивала, сожителю своему, при них все это. Как она вены себе вскрывала. Вы знаете, вот когда слушаешь, у меня волосы дыбом Кто стоят. вены скрывал? Маша. При детях. При них все это делалось.
при детях. То есть это вам Эвелина Как все она рассказывала? курила, как она это все заправляла. Они Да, всё- Юль, я слышала это все, я могу это доказать. Да. Это Она, всё- Эвелина, действительно все рассказывает, и рассказывает как взрослый человек, не подученный. Вы знаете, я в шоке. Ребенок, который многое пережил. То есть она уже такая без времени повзрослевшая девочка. И она все подробности эти говорит. Гульнура, вы хорошо знаете органы опеки, давно с ними общаетесь, правильно Да. я понимаю? Почему она не ограничена, не лишена в родительских правах Марии? Почему? А потому что суд не лишил ее, сказали, ограничивать или лишать. Нет оснований, она и так ограниченная. В смысле? Не знаю, прокурор так сказал. Я посчитала, что будет... А кто выходил в суд? Опека? Нет, я. Ну, в смысле, мы совместно с опекой я выходила в суд. И суд на решение. отказал? И суд отказал. Не нашел оснований для того, чтобы лишить ее Да, прав? прокурор сказал, на данный момент она и так ограничена. Я хочу напомнить, что это, видимо, тот же самый суд, который 14 раз не мог принять решение о том, чтобы посадить эту женщину в тюрьму за преступление. И я хочу ваши слова опять процитировать, Мария, которые были сказаны нашему редактору, что, конечно, последняя ходка была просто маслом для нее, потому что должны были бы дать больше. Хорошо еще добрый полицейский попался, сказала она, и наркотики не приплели. Вы нам сказали, что вы 4 года Не употребляете. как не употребляете. Последняя ходка у вас была, совсем недавно. И вы говорите, что там уже тоже была наркота. Как? Не было. Просто дело в том, что... Александр, если Так бы как были я- бы наркотики, и полицейские бы нашли, и они Конечно. бы не приплели, такого быть не может. Как она 14 раз уходила от наказания? Вернее, Она не уходила от наказания, Я не она получала уходила, я наказание, его просто получала. наказание было Условный не срок связано давали, либо еще что-то. с реальным лишением свободы. Я пытаюсь понять, почему к одним у нас вот за такой проступок 12 лет, а к другим рецидивистам, систематически Всё можно. нарушающим закон. Потому что дети. У нас, наше государство, наше законодательство стоит на том, что никто не может заменить детям мать. У матери вот то, о чем просит Мария, последний шанс, вот государство всегда его дает. Пройдет полгода, год, и эта дамочка снова сядет. Почему за счет детей, за счет их судьбы, их образования, их воспитания мы должны давать ей не просто последний шанс, а уже какой раз шанс? Вы знаете, здесь я Дети с вами здесь не при чем? соглашусь, Александр. Не будем ее заранее отправлять в тюрьму, но в чем я с вами соглашусь в другом, это то, что если мать не изменит свое поведение, своего отношения к своим детям, то они с вероятностью 90 и больше процентов повторят ее судьбу. Ее это не останавливает. Гульнур, скажите, пожалуйста, а что за отказную вы написали? Ну, когда вот получилось вот так вот с Матвеем, я, конечно, маленько... Ну, и там же опека, как они обычно говорят, что не нужно их разделять. Ну, я не хочу отказываться от Эвелины, я никогда от нее не откажусь. Так а что вы написали? Что это за документ? Чтобы отказную, чтобы передали их маме. Но Всех троих? Да, на всех троих написала. Но я совершила большую глупость. Я не хочу Эвелину отдавать ей. Я буду бороться за нее до конца. Только за нее? Только за нее. Но вы же понимаете, что по закону, который в нашей стране, дети не делятся. Илья почему у вас убежал от вас? Старший Илья, который жаловался, мне дети все рассказали. Который... Илья у нас никуда не убегал. Не Илья, а Нет, Кирилл. нет, у них еще есть ребенок, который от них Которому будет убегал. в ноябре, вот более он, Илюха. старший, да. Да, нет, никуда он не убегал у нас И почему он у абсолютно. вас от вашего мужа забирается на кровать и чуть ли не под потолок от него лезет? Нет. Потому что их избивают Нет, никуда он не убегал. систематически. И Никуда- у дочери Никуда двое он не детей убегал маленьких. и не Вечно убегает. все в синяках. Вот ему в ноябре будет уже Издеваются, не 18 издеваются лет. там над детьми. Абсолютно. Двое вообще Нет. в детский дом вернулись Слушайте, давайте сами. не будем гадать. Вот у нас в Подождите. студии... Так, одну секундочку. Олег сидит в студии, Чупин. Вы же тоже из этой семьи, тоже приемный, верно? Да, здравствуйте. То есть Гульнур ваша приемная мама? Да, я Сколько уже вам лет было, когда вы к ней попали? 12 лет, получается, 6 лет в этой семье. Но меня никто лично не трогал. Было такое, да, то, что родителям помогаем по дому, на улице помогаем. Ну, чтобы прям запрягали, нас ни разу не было. А в чем помощь выражается? Ну, когда коровам сено даже пройтись кинуть, воды налить. Ну, несложно же все-таки. Ну, то есть обычная домашняя Да. работа. А сверхъестественного ничего не заставляли. Но, то есть пожаловаться вам не на что.
Мне лично нет. А вот почему дети говорят, что Илья сбегал из семьи? Было такое? Не знаю, я дома вот уже у меня год. нет. Даже Кирилл Я на его выходные приезжаю, всё возвращал. хорошо. Кирилл возвращал Илью в семью обратно. Разговаривал с ним и говорил: ты что, тебя сейчас поймают где-нибудь на любой станции? И вопрос был такой, то, что дети говорили. Они говорят: у вас муж бывший военнослужащий, да, я так Нет. понимаю? Потому что они говорят, чуть ли не до того, что как приемы какие-то отрабатывал Нет, там нет, с закруткой нет. рук. Ну, и это так. уже А точно Илью неправильно. не спрашивали, да? Кирилл Это сам... тоже он здесь же на вопрос самом- большой по этому поводу. Вопросы есть не только у вас, есть такая Любовь Кузьмина. Вы знаете Любовь Кузьмину? Да. Да, вот она считает, что вы мошенница. А почему она так считает? Она нам сейчас расскажет, поскольку приехала к нам в студию. Здравствуйте. Вы меня знаете? Приезжали же вместе. Вот. И я вас тоже, представьте, а наши коровы знакомы, как неудивительно. Я 5 лет корову держу, и наши коровы ходят в одно стадо. Я ее ни разу не видела. Дети этим занимались. Олег, ты меня знаешь? Вот. А она не знает, потому что этим дети занималась. Я вообще сомневаюсь, умеет ли она доить. Нет. Вам девочка теперь нужна для этих целей? В моем представлении всегда было, что деревенская жизнь подразумевает то, что ты, в принципе, работаешь, несмотря Да. на то, что ты подросток, ребенок. Это просто образ жизни. Ну образ да. жизни в деревне. Что да? Что да? Так я не понимаю, в чем вы ее Нет, обвиняете? если В я том, что корову дети держу, отва- значит, я ее решила держать, а никак не мои дети. Там все соседи Это подтвердят. правда. Там это Их не на только, улице это мое ни разу со мнение. скотиной никто не видел. Там дети, день Если она и ночь, действительно день первый и раз ночь. меня видит, И в огороде, почему и со я сама скотиной. своей коровой Там занимаюсь? бабушины очень много лет с ними Маш, воюют. надо помолчать из-за сейчас, детей Мария. только. Любовь, Вы значит, рабы были в этой семье? Да нет, почему? Несложно же сходить корову и проводить, чтобы она до дома спокойно дошла. Хорошо, а ваша мама приемная хоть раз провожала корову в стадо, встречала ее? Да, да. Ну, утром, если, Утром, может быть, да. только провожали. Я хочу общее сказать, у стадо. нас, И я во-первых, утром стадо провожал. одно, но Стадо мы одно. живем в двух разных концах. Улицы разные. Вообще в двух разных Ну, как концах. забирают коров, забирали И- только мальчишки. Естественно, конечно. А вот моя сама свою корову Естественно. забирала. Ну, у тебя... Извини, меня подвинься. И мальчишки Я не у меня знаю. тоже большие. То есть мы сейчас должны сделать вывод, что если корову забирали Нет, мальчишки, я к чему? она То, плохая что мать. это не только мое мнение. И про огород также соседи говорят. Дети, она в первую очередь запереживала. Если сейчас Маша заберет детей, ей же не дадут других, новых, как она сказала. Новых детей А мне для чего не и не новые дадут. дети? Ну, это... Так всю жизнь живет за счет детей это человек. счет, это, как бы сказать, источник дохода. Конечно, дети. постоянный. Выплаты же, вот скажите, ну И выплаты это строимся. действительно И машины стали не она так приобрела давно только платить. после того, как взяла моих детей. Вот вы ее подруга. Ну, я еще и крестная второму Матвею. Ну, подруга. Вот как бы, я да. одного не понимаю. Смотрите, вот всех бы этих гульнур не было бы. Есть хорошие приемные семьи, есть плохие. Есть те, которые делают это искренне, а есть те, которые действительно воспринимают это как бизнес и зарабатывают деньги на детях. Но их бы всех не было, если бы ваша подруга не вела даже- тот ну, образ вот жизни, сейчас, почему? Вот я к который она чему? ведет. Понимаете, и все вот эти вот ваши сюда Я вас выходы, поняла прекрасно. обвинения Я в том, сейчас что... к чему? Она хочет исправить все вот это вот. Вы сейчас это серьезно Да, говорите? я серьезно. То есть один раз сесть в тюрьму, второй раз сесть в тюрьму, 14, что там, 17 эпизодов, да. 17 эпизодов, наркотики, алкоголь при 6 детях. Вы знаете, ну давайте еще раз дадим ей к тому шанс. же, понимаете, ну органы же опеки почему-то не заинтересовались. Почему? Значит, Вам вот, сказать вот именно почему? Потому что органам опеки, по большому счету, все равно. Да не все равно. Да ладно, вы мне будете Да это не всё. рассказывать, человеку, Значит, который все равно полстраны в также опеке детей в побывал. эту семью дали все равно. В какой? В это или в это? Да да? вот если бы вы были подругой, вы бы сейчас не на Гульнур наезжали. А я не Вы наезжаю. бы я своей говорю, так, как подруге, есть. а я Ну, так в чем вы я крестная мошенница? ма- Скажи, пожалуйста, где мое мошенничество? Вы запереживали даже, что вам не дадут Да зачем новых мне- детей, не как-нибудь других, новых. У меня, ты Сын
я не знаю, как это назвать. Вот вы вышла То подруга есть одни сюда, да? вырастили, Крестная дама, выпустила, второго ребенка. сказал, Я что в 10 выпустила. класс не пойдет. Неоднократно приходят дети и говорят, что действительно руки вы прикладываете, и не только к Кириллу с Да вам Матвеем. еще раз сказать, подруга. У нее бы не было ни одного шанса прикладывать руки к этим детям, бить их, унижать, оскорблять, заставлять работать. Если бы ваша подруга не вела тот образ жизни, который она вела. Вы знаете, он даже Кирилл стучал в грудь. Они собираются нас отдавать кому? Она алкашка, наркоманка. Я к ней не пойду. Категорически он это заявлял. А как только стали его ограничивать, чтобы он не гулял до 12, он сразу... и же ребенок я виноват. лучше пойду Ну, к понятно, маме. ребенок. Нет, Там- давайте, Какой послушайте, у какой нас весь плохой? сыр-бор... Где Стоп, ребенок виноват? стоп, дамы. Весь сыр-бор начался из-за Эвелины. Вы, кстати, очень наивно, Гульнур, полагаете, что кто-то может оставить вам Эвелину. Тут так не бывает. Вот так не будет точно совершенно. Либо ее лишат всех детей, и тогда забирайте всех. Либо вам придется отдать Эвелину, как бы она ни сопротивлялась, да, маме, которая не ограничена и не лишена, заметьте. Давайте посмотрим, что девочка сама думает про вас, Гульнур, про приемную маму. Что могу сказать? Тут мне все нравится. Мы готовим всегда вместе с мамой. Я помогаю маме. Убираться помогаю, готовить я помогаю. Мама говорила, что девочки ведь должны на танцы ходить. Она мне так говорила, потом я подумала, может, ты правда на танцы записаться? Вот сказала, хорошо. Мне понравилось ходить туда. Никогда меня не обижали тут. Вот если мальчишки тут, Илюха, там, Кирилл, Матвей обижали, а сейчас нет. Илюха не обижает меня. Ну что я не так сделала, они сразу бить меня начинают. Сейчас я хочу тут остаться. Чтобы Матвей с Кириллом вернулись, хочешь? Ну это ихнее дело, не знаю. Представляешь, до какой степени ребенку мозги запудрили? Все вокруг виноваты. Настраивают, делают, что хотят. Только Ну, это непонятно, где в этой психологическое истории... давление. Где какой... Потому вот что ты за кто? 4 месяца Вот ты чужую кто? женщину Ну, мамой назвать. Вы я- сами-то в это Они не верите. 10 лет меня не видели. Я еще раз повторяю, ты кто? Папа, мама, Я какие еще они раз папа повторяю, и ты мама? кто? Я мать! Я мать! Не какая-то не Я мать. носила их под сердцем, Это этих детей. всё, на И этом как твоё бы плохо, материнство. худо, бедно мы Повторяю не еще жили. раз. Но я до 14 лет Повторяю еще дотянула раз. их. Повторяю Как еще бы раз. мне не было тяжело. На этом твое материнство закончилось. У нас в студии Тамара Николаевна. Тамара Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы-то как раз тоже считаете, что Машу надо лишать Да, родительских нужно. прав? Она никакая мать. Она вообще не занимается воспитанием детей. Во-первых, она первая отсидела в первой семье, приемной были дети. Прошло период, она села. Опять дети в реабилитацию уехали, как говорится, Гульнур отдали потом, хорошо, что нашлась. Также учиться они плохо учатся, воспитание у них, дай Боже, извините, конечно, никакого нет воспитания. Кушать у них всегда, утром они ходили в школу голодные. А как по-вашему, почему все-таки Кирилл и Матвей вернулись к маме-то? Ну, она их заманила, пообещала телефон купить, пообещала компьютер или планшет купить. Заманила таким образом. И они ушли. Дети по дому-то хоть что-нибудь делают у Маши? Ничего они не делают. Ну, может быть, это главная причина, а не компьютер и телефон. Да зачем делать? А что делать? Огород она не, если посадит, она не выкопает его. Нет, вот Саша нет. говорит, Ну, что, может быть, здрасте. потому что дома не заставляют работать, поэтому они в этот дом и рвутся, а в приемной семье нужно работать. В приемной семье нельзя гулять, в приемной семье нельзя в телефоне сидеть, У а них дома при маме все можно. свобода действий. Вот. Свобода действий. Ну, вот давайте у Кирилла и Матвея и спросим, что им там медом намазали дома. Здорово, ребят. Хорошо. Кого тут бояться, я тебе скажу. Мы не страшные. Кирилл, Да, я знаю. да, у меня просто один вопрос очень простой. Расскажи, как тебе у Гульнур жилось? И... Поначалу, да, поначалу нормально, потом какая-то в нашу сторону пошла агрессия. Когда уже мама приехала, как бы мы начали потихоньку с ней общаться, начали отговаривать, наговаривать, какая она плохая, какая она сякая.
Говорили не общаться, не ходить к ней. Ну, вот это вот все пошло в сторону нас. Скажи мне, А пожалуйста. руку поднимали на Да. Кто? Муж Гульнара Рахматулловна. Это много раз было? 2 раза. Можешь рассказать? Первый раз, да, это было выходной, субботний день. В школу не надо было идти. Я спал, не хотел, получается, идти управляться. Типа выходной, спать охота. А что такое Ну, там управлять? скотину накормить сходить. Ага. А ты говоришь, не хочу спать? Не хочу идти. И продолжил дальше спать. Меня просто за ногу с кровати стянули, я упал, ударился. Ага. Так, а второй раз что было? А второй раз, когда у меня начали забирать телефон. А Мне почему у тебя завернули забирали руку. телефон? Ну, я свой первый как бы разбил. Мне сходили на следующий день, купили новый. А почему он отбирал-то? Потому что старый не починили. Понятно. А старый телефон у тебя хоть раз отбирал? Старый? Да. Нет. А тебя обижали? Нет. У тебя нормальные отношения складывались? В принципе, да. Скажи, пожалуйста, а почему вы попали в приемную семью? Но маму посадили. За что? Этим я не интересуюсь. Ну, то есть ты не знаешь, за что мама в тюрьме сидела? И ты не знаешь? Я знаю. Да За что? За грабеж. А мама первый раз в тюрьме сидела? Нет. А ты можешь нам дать обещание, что мама больше не пойдет в тюрьму? Да. А как ты можешь дать обещание за маму? Легко и просто. Как? Ну, так, возьму и дам. То есть ты тоже за базар не отвечаешь, как твоя мама? Отвечаю. Нет, не отвечаешь? Отвечаю. Да не отвечаешь, потому что ты не Отвечаю. можешь за нее отвечать. А она должна за тебя отвечать, понимаешь? Почему Евелина не хочет возвращаться? А потому что ей наклеветали. Наклеветали. Наклеветали на что? При вас На маму. клеветали? А вот давай мы сейчас послушаем, что говорит Эвелина, а вы нам потом оба, пацаны, скажете, что правда, а что неправда. Хорошо. Хорошо? Но она там всегда пила. Пьяная приходила, вечно нас била. Ремнем и веником била. Один раз так напилась с подругами у нас дома, что отчиму моему голову разбила. И стекла по всему коридору были. А нас баба Рая забрала в этот день. Еще она привела дяди Вадима какого-то. Они пили в комнате. Потом она, не знаю из-за чего, побежала в баню и руку себе изрезала. А спать мы ложились. Не знаю, когда Богдан с Ромой уснул, тогда и мы. Они не спали, кажется, до 4 часов ночи. Для чего в школу шла? Кушать. Из дома ничего кушать не было. Только когда зарплата была, она покупала просто и нам ничего не давала. Зарплаты нету в холодильнике, булка хлеба и варенье, все. Нет, я уже не хочу к ней. Понимаю, что она так, ее уже не изменить, мне кажется. Так что, правда, что нет? Во-первых, неправда то, что нам сильно так уж и прилетало. Да, ремня бывало, попадало. Мама пила при вас? Пьяная приходила? Приходило раз, два, не больше. Ремнем, веником била? Веником нет, а ремнем, да, конечно, не за просто же так. Понятно. Отчиму голову разбила при вас? Было такое. Было такое. Сама вены резала себе? Было. Было такое. Я за это ее не виню. Хорошо. Насчет еды ваша сестра? Всегда кушать было. Вообще неправда. А вот объясните мне, почему я почти 60-летний человек, который 9 лет ведет эту программу. Вашей сестре верю, а вам нет. Я не знаю. Абсолютно могу сказать, ребенок не врет и не научен. Действительно, она говорит, факты какие-то приводит, она не общими словами говорит. В случае с мальчишками тоже могу сказать, что случаи, когда поднимал руку муж, скорее всего, были, это было. То есть, ну, я не могу сказать, что их избивали, но здесь настолько, получается, дети разделены. Вот этих двух сколько не говорила, сколько не спрашивала. Говорю, ну хорошо, допустим, не дай бог, мамы сейчас опять заберут. Вы, Гульнур, придете? Категорически нет.
Поэтому, а как их разделить? Вот как детские сердца, один ребенок, получается, за Гульнур и не врет. И эти два, которые за мать вот так вот держатся, Ну, я-то понимаю, почему так. защищают ее, да, понимаете? Как их разделить? Ну, просто очень сильно Гульнур отличается от их мамы Безусловно, родной. А у них безусловно. образ матери уже определенный, да? Гульнур для них мягкая, вот такая вот, как раз, которая нужна Эвелине. Но Да, это абсолютно ей нужна, очевидно, да, женская А такая, этим больше нет. энергетика. Нет? Да, это мальчишки, которые не за свою маму, они горой. Здесь решить эту ситуацию очень сложно. Единственное, что, конечно, на Машу никакой надежды нет, как на Маша маму. просто ведет подло себя по отношению к своим детям. И это уже не исправить. Это безответственно, и это такое поведение, которое не гарантирует безопасности детям, Маш. Здесь можно в маму играться сколько угодно. Послушайте, в чем Знаете, ваша вот беда? уронить, упасть легко, да, вот встать-то попробуй, потом Вы все после время этого. говорите Слушайте, о а я себе. встану, А я вам говорю встану о детях, обязательно. понимаете? И вот несмотря ни на что, и вопреки, Вся ваша я речь буду бороться зациклена. за своих детей. Я. И А до мы конца. говорим, они. Понимаете И разницу неважно, нашу? сколько всего мне предстоит Да потом она только еще вы не пройти. слушает. Она живет с ощущением, что она пуп этой земли. Вот и все. И все вокруг нее крутятся. Так мало того, тут ни одного слова от себя не было сказано. Вот послушайте, что она сейчас несет, эту пургу. Эти штампы лагерные. Упасть легко, а встать попробуй. Вот вся вот эта вот А бодяга. это жизнь, а не лагерь. Ты мне про жизнь рассказываешь? Да, Ты мне... да, вам. Вы бы прожили такую жизнь, как я прожила. В моей шкуре побыли бы сами. А с чего мы а должны потом быть? уже выводы бы делали. Дети, я вас очень прошу. Умоляю просто. Я Очень тоже прошу. человек. Я вас очень такой прошу. же. Очень прошу. Как вы можете пожалуйста, вообще встать и делить уйти здесь на людей и не из людей? студии? Я вас очень прошу. Пошли. Куда? Ну, за кулисы просто. Пойдем. Спасибо. Пойдем. Мария, послушайте меня. Дети, они любят своих родителей безоговорочно и без оглядки, какими бы они ни были. Мы все видели, как они к вам относятся. Вы любите своих детей, вы за них готовы бороться. Но у вас есть одна большая ошибка, недостаток. Вы все говорите, я исправлюсь, я встану. Вопрос, когда? Когда вы это сделаете? Я уже это Вот делаю. уже это надо делать. Сейчас, Я это вчера, и делаю. позавчера это я надо не сижу было сейчас делать. на кровати дома где-то И и еще не пью у вас кофе. есть очень большой и нехороший момент. У вас нет семьи. Вокруг вас есть дети, но вы не одно целое, вы не семья. Вы не говорите своим детям, а пойдемте скопаем грядки, посадим картошку, огурцы, помидоры. Давай заведем какую-то скотину. Давай будем вместе, мы все будем этими вопросами мы все это заниматься. вместе. Мы каждый У вас вечер это ужин должна быть вместе семья. готовим. У меня Если целый вы- телефон, как Мария, мы проводим послушайте, вечера. Она послушайте, не хочет Мария, никого слышать. Она живет так, послушайте. как она вот живет. и Если всё. вы этого всего не сделаете, если вы не поменяете свое отношение, прежде всего, к своим Да детям, как это возможно? у вас детей просто отберут. и Но тогда это уже вас невозможно. ничего- Она не может ничего сделать. В этом-то и проблема. Александр, я надеюсь и рассчитываю на то, что вот прямо на выходе этой студии Мария возьмет лопату с граблями в руки и пойдет вместе со своими детьми в первую очередь копать Слушайте, огород. ну вы адвокат, но вы же не идиот. Ну вы понимаете, что этого не будет. Я являюсь человеком, который предлагает помощь, и я руководитель центра. Маша, я не знаю, как вам предлагать помощь, потому что у вас все нормально, и вы защищаете свою позицию. Вот, потому Она что... сейчас вам ее предложит. Ну да, Подождите. вот, поэтому я тоже уже сочувствую детям, потому что модели сформированы, вот только 3 последних 3 месяца, там, кому 4,3, вот там еще возможно что-то изменить. Вот, но действительно, среда и социум, в котором вы живете, вернетесь вы туда же, скорее всего, будет то же самое. Вы взрослый человек, который уже сформирован. Но если вдруг... В общем, есть другая жизнь, я так скажу. И если вам захочется о ней узнать, то я свой контакт вам оставлю. Вот мне интересно, Мария, а если бы вам дали не полгода, а 7 лет? Ведь такое тоже могло случиться. И наркотики приплели бы, и сделали вас организатором этой шайки преступной. Вот вы бы 7 лет получили. А что с детьми было бы? Жили бы так же. Ну, жили бы. Потому что брат взял Всё на понятно. себя вину за наркотики. Всё Ну, понятно. жили бы. так Ну, жили бы. А я Ну, раньше жили бы, могла да. бы что-то изменить. Чтобы, ну и Ну, жили что я бы. могла бы изменить? Конечно, ничего вы не можете Ничего. изменить. Молодец. Я интересуюсь только одним. Как сейчас, после всего того, что увидела страна,
будут выкручиваться органы опеки. Вот что мне интересно. Вот из-за этих людей они мне, я в такой долговой яме, я им отдала 10 миллионов. При этом она до сих пор им верит. Вы как им деньги-то отдавали? Архипов мне называл счет. Он сказал, что якобы открыты врата ада. И почем это стоит закрыть их? 4 миллиона 900. Вы умрете, вам срочно нужна помощь, у вас порча. И так в каждом выпуске. Это очень сильно зомбирует, поверьте. Они постоянно говорят, что действует благословение Господа Бога. Батюшка, что делать с этим? Подходишь к священнику в своем храме и говорит: батюшка, благословите сатанистам перевести во славу сатаны 30 тысяч. Она говорила, что мой отец останется без ног. Но в итоге-то больше 4 миллионов. 4 миллиона 200. Надо будет добавки мне делать долларами. Для того, чтобы эти деньги найти. Вы заложили 2 квартиры? Да. А как это было-то, расскажите.